Привет, друзья! Видите, что на моем столе? С вами снова я, Изабелла. Сейчас что-то вам расскажу, с чего началось. Как всегда, в каждом доме есть шкафы заброшенные, где много вещей и лежат, или просто руки не доходятся. Лежат, короче, очень много-много времени. Так же и получилось у меня. Я как-то рассказывала, что я человек, помешанный на чистоте. И вот что я откопала. Всякие джинсы здесь, вот даже юбки старые нарезанные. Короче, вот всякие интересные тряпочки, расцветки. И детские здесь, вон, видите, даже свитер есть вот с бусинками. Короче, целые вот такие, наверное, 5-6 коробок нашла. И у меня, как всегда, возникли идеи. Я взяла для этого, видите, швейную машинку. Видите, что у меня нитки, ножницы, как всегда. Вот, сантиметр. Не забывайте, хочу всегда говорить, вот у меня масло для машинное масло это. Не забывайте чистить и смазывать, следить за вашей машинкой. Вот у меня запчасти для нее. Вот это вот, видите, иголки, нитки для наметки. Если вы не можете, например, делать на глаз, вы можете применять, вот, я всегда наметываю. Вот здесь всякие вот у меня, всякие вот для челнока, всякие там, короче, закрепки, всего ножницы, как всегда мои, для обсечки, для кроения. Вот даже зигзагообразные нитки, видите? Вот. И сейчас покажу. И я когда взяла вот эту коробку, опять направляю, там были джинсы порезанные, а я люблю, вам рассказывала, люблю работать с джинсы, их совмещать с какими-то. А с чего началось? У меня было платье, вот эта юбка от платья. Платье было не очень, короче, скажем, невзрачная. Я его порезала и сделала вот такую, видите, вот такую юбку. А видите, какая большая, она шикарная, клевая, очень. Вот, я люблю вообще такой фасон вот таких юбок. И особенно вот это мне понравилось. И у меня еще такая получилась вторая. У меня было 2 платья. И они были, по-моему, от фирмы Кастро, я их покупала. Видите, какая шикарная юбка. Вот она какая расклешенная, очень-очень красивая, огромная такая. Что я сделала? Я взяла вот эти джинсы, которые были в этой коробке. Уже, вон, видите, кусочки от нее уже порезанные. Я ее с этой обрезала, со второй. Как порезала, что сделала, сейчас покажу. Это будет что-то. Я для этого взяла, как всегда, вот все, что вы видите на моем столе. И вот начну. А вот это, вы не поверите, вы знаете, что это у меня было? Это у меня была обыкновенная кофта. Проеме не подошла несколько сантиметров. Вот даже рукава от нее у меня остались. Из обыкновенной кофты я смогла сделать вот такую юбку. Вот смотрите. Здесь мне почему она понравилась. Видите, это уже готовая, расклешенная. Я вот добавила резинку, шила. И вот такая юбка у меня получилась. А для подростка такая юбка, это очень классно будет смотреться. А вот что у меня получилось дальше, смотрите. Видите, вот джинсу, которую я вам сейчас в коробке показывала. Вот это со второй юбки я вырезала. Я нашила вот этими клинями. А внизу я пустила тоже это джинсы, только легенькая. Она даже по цвету подошла с верхом. Вот, и вот такая у меня юбка для подростка получилась. Смотрите, какая красота получилась. Вот. Вот такая юбочка у меня вышла. Сейчас покажу, что у меня даже из розового джемпера. Вот такую я сделала из розового джемпера. Видите? Вот это была у меня короткая старая юбка. Я соединила ее с джемпером. Сделала здесь даже какой-то искусственный цветочек. Пуговицы. Вот, это юбка. Вот такая клевая у меня получилась. Совместила. Вот все, что у меня получилось. Вот какой этот. Вот это вот. Сейчас перейду сюда. Вот это тоже. Это у меня было платье. Видите, я всегда вам рассказываю, что я никогда ничего не выбираю. Оно мне пригождается в другом деле. И вот. Это уже было готовое. Только обрезала. Здесь была проблема. Не хватало, может, сантиметров 4. Я нашила вот такой типа пояска. Сделала вот такие пуговицы. Видите, цвет какой. Это у меня был низ платья. И вот такая юбка у меня получилась. Видите? Какая прелесть. А вот это вот. Вот из этих больших воланов той же юбки, которую я вам рассказывала в начале.
Вот это готовая часть была, обрезанная. И видите, здесь, если вы заметили на своих экранах, здесь у меня как будто бы окантовка. Эту окантовку, вы не поверите, я сделала из простой резинки. И вот такая прелесть получилась. Попробуйте сделать такие юбки. Это называется у меня работа переделок. Я все это переделывала. И вот такая прелесть у меня получилась. И еще раз говорю, для этого вам нужно было машинка швейная. И все, что вы видите на моем столе. Пока-пока. С вами была я, Изабелла. Пишите мне в комментарии, что делаете вы. Пока-пока. Бай.